Всем привет! Сегодня я хотела поговорить на очень важную тему и рассказать вам свою историю, которая, возможно, кого-то вдохновит, кого-то смотивирует на какие-то новые дела, а кого-то, возможно, заставит поверить в себя. И это вообще главная цель этого видео, поэтому продолжайте его смотреть. Здесь я расскажу о том, как я прошла этот путь с 6 лет, когда я мечтала стать астрономом, и сейчас, когда я уже учусь на первом курсе, в Англии изучаю астрофизику, физику и космологию. Этот путь не был легок, у меня было очень много испытаний, которые меня не развернули, заставили меня задуматься, а правильно я делаю все. Может быть, это не мое, но потом я все-таки продолжала идти вперед, и, как видите, это дало свои результаты. Поэтому я уже подхожу к своей мечте. Я уже учусь на астрофизику и получаю профессиональное образование. Поэтому я просто хочу сказать, что все возможно, главное просто идти вперед. В общем, начну свою историю. Вообще, как я пришла к этому заниматься астрономией? Когда мне было 6 лет, дедушка мне рассказывал очень много интересных историй про космос. Мне стало сразу любопытно все, как происходит в этом мире. И я начала смотреть очень много документальных фильмов по телевизору про астрономию, про планеты. И вот так появился мой интерес. И я всегда была самым целеустремленным человеком, я всегда шла вперед. Я всегда говорила: нет, я астроном, я всегда буду астрономом. Представляете, 6-летний человек такой говорит. В начальной школе я всегда выделялась этим интересом среди моих одноклассников. Я начала участвовать во 2 классе в олимпиадах по астрономии. Я помню, как я заняла 2 место. В 2 классе я привела маму за руку и говорю: вот, мама, смотри, я 2 место по астрономии заняла. И потом, спустя годы, это все переросло в более профессиональный интерес. Я начала ходить в МГУ на лекции знаменитых астрофизиков, также в зимнюю школу астронома. В 9 классе моя последняя олимпиада по астрономии, я прошла на городской этап по Всероссийской олимпиаде, не прошла на всерос. Ну, в общем, это не важно. Суть в том, что для меня это вся жизнь. Астрономия для меня важнее, чем вообще что-либо. Возможно, это покажется очень как-то эгоистично, не знаю. То, чему я серьезно хочу посвятить свою жизнь, несмотря ни на что. И для меня некоторые неудачи, которые складывались на этом пути, иногда заставляли меня разочароваться в себе и просто подумать, что а надо ли мне это, а зачем я это вообще, если мне не получается, если люди думают, что мне это не нужно. И я уверена на 100%, что у вас были такие ситуации, когда люди вам говорили: нет, не иди туда, у тебя ничего не получится. В начальной школе все было нормально, закончила ее с отличием, а вот когда я пришла в 5 класс, у меня оценки пошли немножечко вниз. Мне, походу, не очень везет с учителями по математике, меня как-то недолюбливали, наверное, не знаю. В общем, когда я перешла в 2 школу, в лицей 1502 прямые, я там проучилась 3 года, 7, 8, 9 класс. И в 7-8 классе у меня была такая учительница, которую я никогда не забуду. Она у меня вела алгебру и геометрию. Она меня, мягко говоря, недолюбливала, потому что я отставала от всего класса. Я просто не понимала, как она объясняет материал. И когда мне другие учителя или люди объясняли, я все прекрасно понимаю. Она меня не очень любила и все время оставляла меня после уроков. То есть я приходила домой там в 9 вечера, потому что мне еще далеко ехать от школы. Я постоянно писала все контрольные и работы все разные на 2, 3 и 4 иногда. И с тех пор у меня по математике ни разу не выходило 4. Тогда я начала задумываться. Понимаете, что математика — это просто огромная часть физики. И если ты не понимаешь математику, ты, соответственно, не будешь понимать физику. И меня это всегда на протяжении этих 3 лет очень сильно заставляло задуматься и сомневаться в себе. Я считала себя очень глупым человеком. Я считала, что у меня ничего не получится. Что раз я не понимаю математику, как я могу пойти и изучать физику? Ты не математик, не лезь туда, куда не надо. В 9 классе нам нужно было по профилям распределяться. Физмат, лингвистический, экологический, экономический. Я, естественно, хотела пойти в физмат. Ну, там, математика, физика. Я была готова работать и готова учиться, лишь бы просто учиться в этом классе и получать знания. Моя учительница по математике как-то раз в 8 классе спросила: ребят, поднимите руку, кто хочет пойти в физмат. Ей было очень интересно. Ну, там подняли человека 3, и я, как бы, естественно.
И она говорит: Катя, опусти руку, ты не поступишь туда. И знаете, мне просто вся жизнь перед глазами прошла. Нужно было сдавать экзамены итогом 8 класса, английский, русский, математику и физику. И потом там тебя распределяют. Знаете, меня это в тот момент, когда она это сказала, на секунду я немного разочаровалась в себе, думала, а может быть действительно мне не стоит. Но потом, с тех пор, вот эта фраза меня наоборот подталкивает, сделав все назло, чтобы поступить на физика, назло ей, чтобы прийти к ней и сказать: знаете, вы мне не верили, а я поступила. Поэтому с тех пор, вот с этого момента, все люди, которые мне говорят, у меня что-то не получится, которые сомневаются во мне, которые рекомендуют что-то не делать, наоборот, для меня это как трамплин, чтобы прыгнуть еще выше, и не обращать на них внимания и доказать, что я могу. У нас очень много на потоке людей писало, где-то 1000 человек, все экзамены. И знаете, кто попался мне проверять мою работу по математике? Моя учительница. Каким-то так магическим образом так получилось. И я не поступила. Я написала математику хуже всех в потоке каким-то образом. Не поступила в физмат, естественно. Поступила в инженерный. Ну, спасибо. Потом в 9 классе проблемы с физикой. Мы начали изучать кинематику и механику, динамику, вот это все. Нам еще раньше сказали: ребят, в 9 классе у всех по физике оценка упадет на 1-2 балла по-любому. И зачем делать такую программу по физике, если у всего потока падают оценки? Надо как-то программу поменять, наверное, да? И с тех пор у меня еще и к физике любовь пропала. Все из-за вот этих вот тупых задач, когда мы каждый день решаем одно и то же, дано решение, ответ, одинаковые задачи. Это не физика. Если вы думаете, что вот это то, чем занимаются физики, это даже близко не похоже на правду. Поэтому, если вы не, я всегда говорю, если вы не любите математику или физику, это значит, что у вас был плохой учитель, и вы учитесь в России. Настало время переезжать в другую страну, и я начала делать IB, International Baccalaureate. Я не понимала английский, у меня было все очень не очень в начале года, поэтому я отставала от всех, но я работала в 2 раза больше, чем все остальные, и в итоге в конце все было нормально. У нас были predicted grades. Это такие оценки, которые ты якобы можешь получить на экзамене, и учителя как бы пытаются их предсказать. В общем, у меня были нормальные оценки, я нормально поступала в университет, даже больше, чем нужно. Скажу, что физика самый сложный предмет в этой программе, потому что количество времени, которое дается на экзамен, количество информации и то, как вообще экзамен заставляется, мне кажется, даже самые умные люди не решат его, честно. В мире очень серьезные проблемы, которые касаются изучения физики в школах. Я тем более взяла физику на высоком уровне, поэтому еще это двойной удар в спину. Я сдала экзамены, через месяц должны были прийти результаты. И вы представляете, что от этих результатов зависит все, потому что в английских университетах как бы тебе дают оффер, но все зависит от твоих итоговых оценок. Если я не получу, я эти 12 лет, в течение которых я шла к своей мечте, вы понимаете, какая ответственность это была? Этот месяц для меня был самым худшим. Это ожидание, день результатов, и я открываю и понимаю, что мне недостаточно баллов, чтобы поступить. И я думала, что у меня вся жизнь просто обрушится, что все, у меня нет будущего, я ничего не смогу. И, наверное, это знак, что вот столько времени мне говорили, что я не поступлю, что я не смогу, наверное, это правда. Вместо этого, чтобы подумать такое, я, когда открыла результаты, поняла, что мне не хватает баллов, подумала, что так, окей, есть же другие варианты. Я напишу в университет, они меня немного знают, они знают мои научные работы, которые я отсылала, они знают, кто я. Я им написала, и мне ответили, что ладно, мы вас принимаем. Они говорили, что да, оценки не всегда отражают реальные знания, и они читали мои научные работы, и они меня согласились взять. Поэтому, да, сейчас я учусь в английском университете, в Портсмутском. Я изучаю физику, астрофизику, космологию на 1 курсе. И я влюбилась в эту науку полностью. Я сейчас все больше и больше начинаю в нее влюбляться, особенно в математику. Математика у нас уже такая, знаете, началась, но потому что эти предметы преподают профессора, которые реально влюблены в свою науку и готовы делиться знаниями
меня это еще больше мотивирует. Вот эти 12 лет я шла к тому, я до сих пор иду к чему-то большему, но, как я вам уже рассказала, было очень много преград на моем пути, которые просто могли бы меня развернуть в другую сторону, и я могла просто разочароваться в себе, бросить все и не идти дальше вперед. Но я не останавливалась, и я просто шла к своей цели. Я была целеустремленной, и я не обращала внимания на людей, которые в меня не верили. Для меня они были, наоборот, мотиватором, чтобы потом прийти и сказать, что вы мне не верили, а я вот добилась своего. Все равно я оказалась там, где я всегда мечтала быть, возможно, какими-то обходными путями, но я все равно там. Поэтому я вам хочу сказать, что никогда не бойтесь, всегда идите вперед. Да, не все будет гладко, да, всегда будет случаться что-то непредвиденное, когда вы думаете, что вообще нет никакого выхода, возможно, у меня ничего не получится, но вы все равно идите вперед, все равно пытайтесь найти обходные пути, и вы все равно придете, потому что если вы очень хотите, вы всегда добьетесь того, что вы хотите. Если вы хотите полететь в космос, вы это сделаете. На моем примере я просто хочу вас вдохновить и хочу сказать, что просто верьте в себя, и у вас все получится. Спасибо, что смотрели это видео. Напишите в комментариях, если у вас есть такие же истории какие-то. Я тоже хочу почитать и тоже хочу вдохновиться вашими историями. Поэтому пока.